Всем приветик. Вот как видите, имеем такие кусочки металла, подшипники. И давайте попробуем из этого всего сделать нужную вещь.
Буду пользовать на нижние ролики вот такие подшипники. Значит, наружный размер 72 мм, внутренний 30 мм. На верхний ролик буду пользоваться подшипнички такие вот. Значит, размер наружный 78 мм, внутренний 40 мм. Ну вот, все детальки готовы. Мы их немножко подкрасили, окультурили, сделали эстетичный вид. И давайте теперь попробуем собрать этот станочек и попробовать его в деле.
Ну вот, ребятки, какой получился у нас станочек. Это будет трубогиб, точнее профилегиб. Как говорится, сделан из того, с чего имели. Ролики можно регулировать. Вот так. Этим рычагом давится верхний мостик, ролик. Вот эта белая полоска является контрольной стрелкой, а здесь линейка. И когда будешь давить верхним роликом, можешь контролировать с помощью этой линейки, вот этой полоски верхнего ролика, сколько мы прижали. Поэтому, допустим, мы прижали 2 сантиметра, и нам достаточно такого угла. И так мы можем катать не одну трубу, и получится одинаковые размеры. Этот профилегиб сделаны из 80 и 100 швеллера. Ширина 60 сантиметров, а высота 30. Он разборный. Вот эти два болта выкручиваешь, и верхний мостик снимается, и можешь его перебирать тоже. Здесь откручиваешь, подшипники можешь снимать. Можно прокручивать с помощью ручки. Также можно с помощью аккумуляторки прокручивать. Этот профилегиб может гнуть трубу по высоте 60 мм и ширина также 60 мм. Ну вот такой станочек, ребятки. Ну что, давайте попробуем его протестировать. Вот у меня есть такая профильная труба длиной 2 метра 40 на 20. И давайте немножко ее попробуем согнуть на профилегибе. Как видим, наш профилегиб прекрасно работает. А на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.